Всем привет, меня зовут Ольга, мы наносим декоративные штукатурки и сегодня мы демонстрируем новый продукт, линейка Gura Decor Light. Это эконом-сегмент, такой достаточно бюджетный вариант. И будем наносить простой способ, можно назвать его 1000 линий или можно назвать его шелковые нити, еще иногда называют. Не знаю из каких это соображений, но в общем-то да, называют бывает. Штукатурку будем наносить лофт. Позже я покажу вам ее и ведерко, как выглядит, и как выглядит сама непосредственно штукатурка. А перед нанесением мы покроем праймером. То есть праймер должен быть либо без кварцевого песка, либо с мелким кварцевым песком, потому что слой нанесения штукатурки достаточно тонкий в нашем случае будет. То есть праймер мы наносим в один слой с помощью валика. Для чего он нужен? Для выравнивания поверхности стены цвета, ну то есть цвет выровнять, вот эти синие линии всякие. И в вашем случае это может быть штукатурка, где-то темнее, где-то светлее, чтобы цвет был однородный. Вот для чего в данном случае мы наносим. Ну и еще он пропитывает поверхность тем самым, ну каким-то не совсем таким вот, ну не так уж прямо, но экономит расход декоративной штукатурки. Немного, но все-таки экономит, потому что пропитывает поверхность и впитываемость стены становится меньше, скажем так. Может быть, кто-то это посчитает бредом, но это сугубо личное мнение каждого. Для меня это так. Особенно, ну то есть, допустим, кварцгрунт или праймер под фактурные штукатурки можно не использовать, если достаточно шероховатая стена и если объемная фактура. А если фактура тоньше, значит лучше использовать, если тонкие слои. Наносим на большом образце, чтобы вам понимать, как это делается на стене. Все, что мы показываем в наших видео, все можно заказать у нас. Все есть у нас есть доставка в любой практически регион. Я не знаю, говорила я где-то или нет, мы не смогли доставить на Чукотку. Очень дорого стало. Ну, вот единственное, куда мы не доставили, это на Чукотку. Может быть, есть еще какие-то области. И то, знаете, там только вопрос был в цене доставки. Не в ее невозможности, а в цене, то, что она дороговато вышла. Окрашиваем просто и все, без всяких премудростей. Еще один момент. Вот когда мы окрашиваем стену праймером под шелк, пески, бархат, мы стараемся раскатать краску как можно лучше, как можно ровнее, без шагрений, без всего. А под фактурную штукатурку это не требуется. Ну, есть немного шагрень, ну и ладно. Есть и есть. То есть все равно штукатурка фактурная, и дефекты она будет скрывать вот в данном случае. Окрашиваем и оставляем сохнуть от 4 до 12 часов, так можно сказать. Мы вообще, если честно, сушим феном. То есть сейчас мы нанесем этот образец, мы его феном посушим и дальше будем продолжать. А вы у себя ждите высыхания. Все-таки образец есть образец, а стена это немного другое. Ну, скажем так, вам с ней жить, с этой стеной. Нам-то что, он висит, тут и висит. Мы его подсушим и продолжим. Высохла наша подложка. Покрывали мы праймером. И будем мы наносить лофт акриловый. Акриловая штукатурка пастообразная. Это новая линейка Gura Decor Light. Вообще штукатурка в ведре в белом цвете. Но мы можем вам подобрать цвет и заколеровать практически в любой цвет. Даже в самый черный-причерный, что мы тоже делали. А у нас вот такой вот ходовой цвет серо-бежевый. Ну, такой коричневый, да, как будто бы. Чтобы ее нанести, не требуется идеальная подготовка стены. Не требуется. Достаточно оштукатуренной. Наносим штукатурку на стену небольшими участками, удобными для того, чтобы размахнуться, для размаха руки, чтобы было удобно. Чтобы, если вы стоите наверху, на стремянке или на козлике, или там на табуретке, я не знаю, кому на чем удобно, у кого что есть под рукой, чтобы наверху работать. И чтобы вам далеко не тянуться, удобное расстояние. Наносим примерно однородный слой. Он не должен быть толстым.
слой. Жирным не должен быть. Как еще назвать? Толстым, жирным. Сколько? Миллиметр. Примерно однородный. И с помощью вот такой щетки жесткой, это декоративная щетка для 1000 линий, ну и для других эффектов тоже, прислоняем щетку к поверхности и вот такие бороздочки процарапываем на штукатурке. На этой щетке остается штукатурка, и мы ее дальше используем. То есть вот что там осталось на щетке, это можно сложить в ведро обратно и далее использовать. Кстати, обратите внимание, что сами линии до конца не доводим. То есть наносим фактуру 1000 линий, оставляя немного нетронутой поверхности. И дальше мы будем соединяться вот таким образом. А вот если у вас от пола, то можно вот так снизу вверх. Например, у вас пол или плинтус, да, и неудобно же сверху вниз. Тогда можно перевернуть щетку и сделать снизу вверх. Если у вас большие стены, длинные и высокие, вы можете сделать для себя предварительно разметку. Вот, кстати, смотрите, убираем остатки штукатурки обратно в ведро. Будем ее расходовать. Кстати, могу сказать, что мы потратили 2 килограмма на вот этот вот участок образца. Он у нас по размеру как лист гипсокартона. Вот, по-моему, 1,20 м на 2,50 м, что ли, так. 2 килограмма мы потратили в итоге. Наносим следующий участок. Точно так же соединяемся. Вот посмотрите, тут там, где подсыхает, там чуть-чуть темнеет штукатурка. Смотрите примерно, как выглядит шахматный порядок. Вот у вас, например, стена 5 метров и, например, 2,5 метра высотой. И примерно вот так. Первый участок вы нанесли с левого верхнего угла. Далее наносим нижний, например, второй. Далее идем вправо, третий, чтобы не дать высохнуть краю. Следом идем 4-й, 5-й. И в шахматном порядке вот таким вот образом наносим 7-й, 8-й. Не даем высохнуть краю. Если вы не имеете опыта, ну, либо пригласите мастера, либо делайте вдвоем. Один может человек наносить, а второй следом щеточкой формировать, чтобы не дать высохнуть. Вот это весь основной принцип. Не дать высохнуть. Наносить, чтобы была однородная поверхность, без всяких видимых вот этих вот переходов. Наносим по стене одни и те же движения. Нанесли слой, щеткой фактуру. Нанесли слой, щеткой фактуру. Тут особо нечего комментировать. Главное покрыть более однородно и не оставлять переходов вот высохших вот этих вот краев. Щеточку периодически моем. То, что на щетке остается излишки, складываем в ведерко и используем дальше. Ну, конечно, там не должны быть всякие сухари. Вот так можно сделать, если не хотите там прямо. Мы заканчиваем стену, доходим до угла. Стену наносим от угла до угла целиком. Ждем подсыхания штукатурки, ну, я думаю, что минут 20. И вернемся к ней для того, чтобы поджать верхушки. После того, как мы сформировали линии, мы должны дать им немного подсохнуть. То есть они должны подсохнуть. Я думаю, что если у вас стена, и вы делаете достаточно быстро, стена небольшая, например, 3 метра на 2,5, то вы вдвоем, делая быстро, вы нанесете всю стену, а дальше вы вернетесь, чтобы пригладить. А если у вас нет опыта, то вы будете наносить, наносить, наносить и периодически возвращаться приглаживать. Что такое приглаживать, я покажу чуть позже, когда у нас подсохнет стена. Мы дадим ей минут 20. Смотрите, мы с вами пригладили поверхность, да? Острые края мы поджали, но сама поверхность некрасивая. И чтобы она была покрасивее, нам нужно было еще дождаться подсыхания. Не высыхания, а подсыхания еще. И теперь еще раз уже более плотно нажимая, приглаживать вот так вот. То есть, видите, гладкое встает. Вот это нам нужно.
И после того, как вы всю вот эту поверхность таким образом прижмете, то есть верхушка встает гладкая, вот, гладкая. Не просто прижатая и убраны острые края, а еще и гладкая. И после того, как вы это все делаете, оставляем сохнуть полностью на сутки. Точно так же влажной тряпкой аккуратно протираем кельму, чтобы она была чистая. Чистая и влажная. Оставляем сохнуть на сутки. Полностью высохла поверхность. Для того, чтобы ее защитить и придать какой-то ей дополнительный эффект, мы ее сейчас сначала покроем лаком. Просто лаком, который тоже есть в нашей линейке. Лак Gura Decor Light линейка. Такой вот густенький такой. Даже мы его отправляли колерованный, то есть колеровали его. Я не знаю, получилось ли нанести, но пока нет отзыва, в общем-то. Покрываем лаком. Ну, достаточно густо покрываем, но раскатываем, то есть не оставляем стекающих капель. Обратите внимание, что после покрытия лаком поверхность становится темнее, то есть лак насыщает штукатурку, и она становится потемнее. Расход у лака примерно 100 грамм на квадратный метр. У штукатурки расход примерно 200 кг на квадратный метр на стены существующие. И праймер мы наносили. У праймера расход 150-200 грамм на квадратный метр. Так, стоимость без всяких акций и скидок у лофта в данном варианте нанесения. Так, сейчас скажу. Не скажу, давайте посчитаем сразу, а то потом забудем. Давайте сразу посчитаем. И считаем. 4800. Это за ведро 16 килограмм. Делим на 16. Это значит 1 килограмм 300 рублей стоит. 300 рублей. Умножим на кило 200. Это 360 рублей за квадратный метр. Сам материал. Так, лак примерно 60 рублей. Ну, 450 рублей за квадратный метр получится. На него будет акция. На этот материал будет акция. Мы о ней объявим. Ну, знаете, это в этом способе нанесения. А ведь нанесений-то может быть множество. То есть можно и в 250 рублей за квадратный метр нанести. То есть способов уйма. Если кому надо дешевле, пишите. В описании есть ссылки. Мы подберем все, что нужно под ваш бюджет. Сколько нужно сумму. Ну, то есть кто-то, даже сейчас вот менеджер переписывается, и человеку нужно дешевле. Вот если вам нужно дешевле, вы, пожалуйста, обозначайте стоимость, нам так легче. Мы же не можем угадать в России, сколько человек, у кого какие финансовые возможности, мы же не знаем. Вы обозначайте бюджет. А еще у меня просьба такого характера. Вы, например, пишете, задаете вопрос, интересуетесь штукатуркой, вам ее рассчитали, и на следующий день задаем вам вопрос. Ну вы приняли решение, то есть что-то, может быть, вопросы у вас остались, устраивает ли сумма, задают вам вопросы, а люди молчат, например. Не надо молчать, надо просто написать: мне дорого, или я бы хотела чуть по-другому, или мне не нужно больше. Ну просто ответить, чтобы не было вот висящих. Ну, грубо говоря, у нас же заявки остаются, они же у нас не исчезают сами по себе. То есть, если человеку не интересно, то можно просто об этом сказать, и мы заявку удалим, и все.
чтобы ни вам, ни нам, грубо говоря, не было некомфортно. Просто можно написать: спасибо, но мне больше не нужно, я купила у себя в городе. Типа такого. Покрываем поверхность полностью и оставляем сохнуть на пару часиков. И вернемся к нему, дополнительно придать эффект. Так, лак наш высох. Рекламка в кадре помаячит немножко. Наверное, зрители YouTube соскучились по рекламе. Вот она, реклама. Это лазурь. Лазурь золота. Я бы сказала, это гель. То есть это не просто перламутр, это гель. Он не требует дополнительного покрытия лаком. То есть состав перламутровый. Вот я налила вот так себе. Вот он. Ну как называется она золото у нас? Это марка Gura Decor Eletta. И это не яркое такое насыщенное золото, а легкий, ненавязчивый, золотистый перламутр. И мы его сейчас, какой красивый. Вот какой красивый. И я его хочу нанести на поверхность декоративной штукатурки и по возможности подснять верха. То есть я бы хотела, чтобы лазурь была больше внутри, чем снаружи. Что для этого нужно сделать? Я думаю, что нужно покрыть с помощью валика вот этот вот золотистый гель перламутровый и кельмой подснять верха. Сейчас пошире сделаем. Я думаю, что и так уже красиво. Но давайте попробуем верхушечки подснять. Вот так, наверное. Ну, кому как нравится. Вы же видите и то, и другое. То есть покрыто полностью или покрыто и подснято с верхов. Насколько это возможно. Возможно, невозможно. Подсняли. Наносим дальше. Расход у лазури здесь будет, я думаю, что 100-150 грамм. Ну, 150-то вряд ли, но 100. 100 грамм на квадратный метр расход. Ненавязчивый, золотистый перелив. Этот способ нанесения достаточно несложный, но, конечно, он требует времени. Конечно, он требует времени. Ну, то есть вы свое время потратите, но это, наверное, того будет стоить. Снимаем верха. Полностью это не удается удалить. Но фактура становится более четкой, мне кажется, так. Все это можно у нас заказать, напомню. Все у нас есть, и инструменты, и штукатурки. Полное высыхание. Ну, через 24 часа уже будет полностью все сухо. Так, а еще мы можем попробовать сделать только по верхам. Сейчас попробую. Чтобы внутренняя часть была матовая, а верх был перламутровый. Вот так. Кому нравится так, тоже вариант. Для того, чтобы покрыть только по верхам, нужно валик, лазурь. Ну, на валик лазурь мало-мало, вот совсем чуть-чуть. Даже его надо раскатывать посильнее, то есть излишки убирать. И валик должен быть с мелким ворсом, если хотите, только по верхам. Сильно не давить, стараемся только верха покрыть. Ну, как бы вот и все.
Не забываем ставить лайк, подписываться на наш канал, если вы еще не подписались. Мы будем благодарны, если вы репостните наши видео в своих социальных сетях, чтобы другие тоже могли люди посмотреть. Может быть, кому-то это будет полезно. И заказывайте у нас декоративные штукатурки. Мы всегда на связи по ссылкам в описании. Есть Viber, WhatsApp, ВКонтакте, заявка на сайте. То есть очень много вариантов, где вы могли бы с нами связаться и проконсультироваться по штукатурке декоративной. Всем пока!